Я всегда, с самого детства недоумевал, почему исчезли дирижабли. В начале прошлого века мир стоял перед двумя путями развития — самолетами и дирижаблями. Причем дирижабли были и есть более перспективной ветвью. Почему? Комфорт. Первое и самое приятное для пассажира — они обеспечивают комфорт. Ваша каюта может быть минимум, как на круизном лайнере, и все удобства соответствующего уровня. Грузоподъемность и дальность полета. Дирижабль может взять на борт больше пассажиров, чем самолет. Либо колоссальное количество грузов. Опять же, представьте себе круизный лайнер в воздухе, 4000 пассажиров на борту. Высочайшая надежность и безопасность. Если используется гелий. Вариант теплового дирижабля, либо комбинированный, имеют свои преимущества. Безопасность значительно выше, чем у самолетов и вертолетов, на порядок. Даже в самых крупных катастрофах дирижабли показали высокую выживаемость людей. Экономичность. Значительно меньший расход топлива, как следствие ниже стоимость полета из расчета пассажир-километр, либо на единицу массы перевозимого груза. Неограниченное время нахождения в воздухе. Не нужна аэродромная инфраструктура и посадочная полоса. Он может вообще не приземляться, а просто зависнуть над землей. Скептики заявляют, что у дирижабля масса недостатков, к примеру, он медленно летит. Это ложь. Сейчас возможно строить стратосферные дирижабли, которые будут подниматься на высоту в 30 километров и там лететь со скоростью более 1000 километров в час. Благодаря разреженной атмосфере на большой высоте размеры и форма не важны. Кроме того, те, кто будет лететь на дирижабле, могут плыть, как на корабле с относительно небольшой скоростью в воздушном круизе. В этом случае высокая скорость и выход в стратосферу вообще не нужны. Напомню, что в 1936 году дирижабли летали со скоростью до 150 км в час. Заявляют о плохой маневренности. Вновь ложь. Современному дирижаблю нет необходимости быть баллоном с гондолой, как в начале 20 века. Можно придать любую идеально подходящую форму, чтобы обеспечить и маневренность, и обтекаемость. Высадку пассажиров можно обеспечить при помощи причальной мачты, зависания самого аппарата над землей, либо при помощи спускаемого лифта дирижабля, либо вертолетами прямо с борта. Аппарат аэродинамической формы, оснащенный реактивными двигателями, как минимум не хуже самолета будет вести себя при полете и посадке. На самом деле гораздо лучше. Говорят о очень больших ангарах, да уж не намного больше сухого дока, куда влезет круизный лайнер. И главное, когда вещь штучная, она дорогая, когда их десятки, цена изделия падает в разы. Потому, когда говорят о стоимости обслуживания, это просто смешно. Будет сотни таких дирижаблей, они будут стоить дешевле современных Боингов. Обслуживание будет также доступным. Но есть одно большое «но», многие помнят трагедию дирижабля «Гинденбург». 4 марта 1936 года была окончена постройка самого большого воздушного корабля категории «Цепелин» ЛЗ-129 «Гинденбург», 245 метров в длину и максимальным диаметром 41 метр, 200 тысяч кубометров газа в баллонах. Оснащенный 4 дизельными двигателями Daimler-Benz максимальной мощностью 1200 лошадиных сил каждый, способный поднять в воздух до 100 тонн полезной нагрузки, дирижабль развивал скорость до 135 км в час. Для того времени это были очень высокие показатели. Американцы отказалась продать Германии гелий для наполнения дирижабля, а немцы на тот момент не обладали необходимой технологией для собственного производства этого газа. В итоге дирижабль был наполнен водородом, достаточно опасным в смеси с воздухом газом. А с другой стороны, до сих пор окончательно не опровергнута версия о бомбе. Далее 6 мая 1937 года в 18 часов 25 минут дирижабль «Гинденбург» после трансатлантического перелета прибывает из Германии в Соединенные Штаты. Это регулярное рейсовое сообщение. Он заходит на посадку на военно-морскую базу Лейкхерст в Нью-Джерси.
Внезапный толчок потрясает воздушный корабль, изнутри вырываются языки пламени, спустя 32 секунды обгоревшие обломки падают вниз. Погибли 35 из 97 пассажиров и членов экипажа, еще один сотрудник погиб на земле. После этого прошла рекламная кампания о опасности дирижаблей. На дирижаблях был поставлен жирный крест, и их место заняли самолеты. Конкуренты были уничтожены. А вот тут мы подходим к главному, к злобному оскалу капитализма. Смеетесь? А зря. В нашем мире все давно поделено. Кто, где и чем занимается. Каких-нибудь 5 десятков семей держат в руках нити к управлению большей частью этого мира. Что-то новое. А оно нам надо. Нет. Они не считают нужным менять то, что отлажено и работает. Речь идет о авиаперевозках, как минимум трансатлантических, а скорее всего к вытеснению, в определенные ниши, всей авиации, как таковой. Да за эти деньги, не моргнув глазом, можно устроить Третью мировую, не то, что уничтожить изобретателей или стереть компанию, которая попытается выйти на рынок со своими дирижаблями. Но даже это делать нет необходимости. Самый простой ответ — не будем вкладываться в развитие дирижаблестроения. Мы просто купим ваши патенты и все, на этом дело кончено. Патенты и сам капиталистический строй тормозят развитие человечества. Но не нужны, в основной своей массе, изобретения. Бизнес — ничего личного. Между Первой и Второй мировой войной наступил золотой век дирижаблей. Первопроходцы эры воздухоплавания были уверены, будущее пассажирских перевозок именно за дирижаблями. Они имели массу преимуществ перед самолетами той поры. Детище немецкой инженерной мысли вызывало восхищение современников. Парящие в воздухе гиганты делали далекие путешествия доступными и комфортными. Почему же на развитии дирижаблей был поставлен крест? Летучий отель-дирижабль был необыкновенно комфортен для пассажиров. Он обладал большой грузоподъемностью. Большой дирижабль мог поднять до 200 тонн груза. Самолетам той эпохи такое и не снилось. Побить рекорды грузоподъемности дирижаблей смогли только современные МРИи. Такая способность позволяла разработчикам летучих гигантов совершенно не экономить на пространстве для пассажиров. Цеппелин имел длину в 236 метров, а Гинденбург — 245. Такой простор позволял создать роскошную обстановку для пассажиров. Никаких тесных рядов кресел и крошечных проходов. Пассажиры воздушного судна могли ночевать в нормальных двухместных купе, принимать душ в ванных комнатах, обедать в столовой и гулять на обзорных площадках с панорамными окнами. Планировались даже музыкальные вечера и танцы в салоне. Известно, что на Гинденбурге был рояль. Все, что возможно, было сделано на борту из легкого алюминия, чтобы увеличить полезную коммерческую грузоподъемность. При желании пассажир мог даже взять с собой свой автомобиль, чтобы продолжить путешествие на нем за океаном. Самолетам приходится понижать давление на борту при наборе высоты, чтобы компенсировать нагрузку на корпус судна. Поэтому большинство людей при полетах испытывает неприятные ощущения, уши закладывает, они болят, голова кружится. В самолете может стать плохо детям, старикам, больным людям. Дирижабли были лишены этого неудобства. Им было достаточно высоты в 200 метров, на которой никто не чувствовал дискомфорта. Дирижабли 30-х годов могли развить достаточно приличную скорость в 145 км в час. При комфорте для пассажиров добраться за 3 дня из Германии в США казалось просто чудом. Путешествие на летающем гиганте было подобно круизу на морском лайнере, красиво, комфортно, впечатляюще. Экономичная конструкция воздушных гигантов, дирижабли заполнялись самым дешевым и доступным газом водородом. Даже при объеме баллонов самых крупных дирижаблей в 200 тысяч кубометров цена на водород не сказывалась на стоимости перевозок существенным образом. Уже приводящиеся эксперименты с заменой кислорода на гелий по расчетам тоже не сделали бы перевозки дороже. Дизельные моторы на солярке тоже были очень экономичными.
С учетом их подъемной силы в качестве транспортного средства в расчете на перемещение 1 килограмма груза или одного пассажира они были самыми дешевыми, что в свое время, что сейчас. Трагическая гибель Гинденбурга 6 мая 1937 года, завершив очередной рейс через Атлантику, при посадке в США вспыхнул самый большой в мире немецкий пассажирский дирижабль LZ-120-10 Гинденбург. Из 97 человек спаслись только 62. У дирижаблей оказалось слабое место, их оболочка не была полностью непроницаемой для водорода. В некоторых количествах он просачивался наружу. Вступая во взаимодействие с кислородом воздуха, водород становится пожароопасным. Хотя у всех людей на борту Гинденбурга отбирали спички и зажигалки, а внутри использовались только безопасные виды электроприборов, какой-то случайной искры хватило для того, чтобы водород вспыхнул. Долгое время бытовала версия, что это не было случайностью. Рассматривалась возможность теракта подпольными организациями Германии. Но подтверждение этой версии пока не найдено. После гибели Гинденбурга его владелец компания Deutsche Zeppelin Reederei отказалась от всех запланированных полетов в США и Бразилию. Правительством Германии был наложен запрет на пассажирские перевозки дирижаблями. Некоторое время на них еще возили почту и допускали до участия в выставках достижений воздухоплавания. Крушение Гинденбурга поставило крест на истории дирижаблей. Но почему? Ведь, к сожалению, периодически терпят аварии и самолеты. Но при этом мир продолжает на них путешествовать и возить грузы. До катастрофы Гинденбург совершил 63 удачных рейса. Почему один трагический случай с одним дирижаблем положил конец использованию этого вида транспорта, а с самолетами такого не произошло? Дело в том, что разработчики поняли, дефект дирижаблей, связанный с проницаемостью оболочки для водорода, им не удастся устранить никакими известными на то время способами. Разработчики были вынуждены признать, полет на дирижабле — это путешествие на мини замедленного действия. Рано или поздно она рванет. Тем не менее, современные ученые последние десятилетия стали возвращаться к идеям дирижаблестроения.